Мы приехали в Париж в разгар аномальной жары, что слегка повысило градус путешествия, но ни на каплю не омрачило его. Как всегда, у нас все было запланировано заранее, но о мелочах пришлось думать на месте. Как, например, на какой станции выйти, чтобы увидеть Эйфелеву башню во всей красе. Местный житель посоветовал нам станцию Трокадеро, и это прямое попадание. Со станции мы выходим на площадь Трокадеро. Это одна из топовых парижских локаций, где собираются толпы туристов. Если вы хотите получить культурный шок при виде Эйфелевой башни, приезжайте именно на эту площадь, на площадь Трокадеро. Здесь вам обеспечен грандиозный вид. Все самые знаменитые фото сделаны именно отсюда. В такую жару мы много кружили вокруг фонтанчиков с питьевой водой, так как воду здесь покупать очень дорого, примерно 2 евро, и она очень быстро заканчивалась. Правда, вкус воды из фонтанчиков, так себе. Но пить ее можно, проверено на собственном примере. По бокам площади есть маленький парк. Забегая вперед, в Париже мы нашли бесчисленное множество парков и садов, где можно просто полежать на травке, ну или хотя бы найти свободную скамейку. Здесь вам, разумеется, поиграют на гитаре, нарисуют картину за 10 евро и продадут ту самую статуэтку в форме Эйфелевой башни. На площади есть огромный фонтан. Летом его применили под бассейн с гидромассажем, но тем не менее выглядит он просто фантастически. Сама Эйфелева башня находится на другой стороне Сены, и к ней надо идти через мост. Площадь Трокадеро – отличная точка для старта знакомства с ней. Поскольку мы первый раз в Париже, у нас не было в планах подниматься наверх. Просто глядя на башню со стороны, впечатления уже зашкаливают. Что действительно поразило нас, глядя на Железную леди, так это ее размер. Громадина высотой в 324 метра и, вдумайтесь, площадью более 16 тысяч квадратных метров видна со всех центральных точек города. Стоя у ее подножья, невольно хочется внести ее в список новых чудес света. От Эйфелевой башни начинается не менее известное Марсово поле. Еще один ракурс, откуда делаются шикарные фотографии. Сюда приходят полежать на траве, глядя на главную достопримечательность страны. В завершении Марсового поля расположена Национальная военная академия,
Учреждение действующее, но здание по красоте достойно названия музея. Но больше интерес вызывает современная инсталляция «Стена мира». Это сооружение из прозрачного стекла и железобетонных колонн, где на 18 языках написано только одно слово – «Мир». Инсталляция создана как символ объединения народов. Чуть отойдя в сторону от Эйфелевой башни, можно попасть на еще одну популярную фотолокацию – на улицу Rue de l'Université. Пройдя меньше километра, мы подходим к следующей достопримечательности под историческим названием «Дом инвалидов». Это огромный комплекс, построенный в 17 веке, где особенно выделяется собор с золотым куполом. На территории комплекса находится музей армии и искусств. Вход в музей и собор, естественно, платный, но можно бесплатно прогуляться по территории этого комплекса. Вот что нравится мне в Европе – это возможность свободного перемещения по газонам. Здесь вы не увидите привычных нам табличек «Не заступать». Но есть одно место, где действуют особые условия. Дом инвалидов, правда без захода вовнутрь, потому что платный, мы немножко зажали 12 евро. Пройдя половину маршрута, мы идем к Елисейским полям. Через Сену проходит 37 больших мостов, и еще около полусотни проложено над каналами. Мост Александра III считается самым красивым в Париже.
За мостом Александра III находится Малый дворец или городской музей изящных искусств. На площади Шанс-Элизе на Елисейских полях установлены 6 хрустальных фонтанов, созданные из высокопрочного стекла компании Сваровски. Гуляя по Елисейским полям, так и тянет зайти в их пестрящиеся магазины. Ты просто моешь руки на камеру. Я мою руки на камеру на Елисейских полях. Подожди, еще не закончила. И ухожу.
Вершину проспекта обрамляет Триумфальная арка. У арки есть обзорная площадка, где можно рассматривать город с высоты 50 метров. Маршрут можно завершить ночной Эйфелевой башней, пройдя до нее пешком по уютным улочкам Парижа.